Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана. Сегодня, я думаю, у нас будет очень интересное видео, занимательное. Мы не просто будем смотреть каталог и знакомиться с игрушками фабрики Москабель, 1900, в основном 37 год производства, но я и покажу игрушки из своей коллекции и тоже поделюсь некоторой информацией, которой нет вот здесь в каталоге, в части, где находится информация о производителе. Здесь очень кратенько говорится о основании завода Мускабель. Я постараюсь вам больше рассказать. Ну что же, давайте начнем. Вот здесь вот видите, булавочек натыкала. Это не зря. Здесь мы будем размещать мои игрушки из коллекции. Что у нас вначале идет? Очень редкие некоторые игрушки. Это дирижабли-самолеты. Вот это вот навершие, оно довольно часто встречается. Ну как довольно часто? Ну если вот, например, есть такие игрушки, которые встречаются раз на 15 лет. А вот это навершие может попасться вам, например, 2, 3, 4 раза в год. Значит, уже довольно часто. Вот с этих страниц буду как-то вот так вот стараться делать, чтобы не было такого огромного отблеска. Показывать. С этой страницы у меня ничего нет. Зато дальше, дальше зато у меня прям богатство. Посмотрим вначале вот на эту страницу, где мы видим тут и бабочки, и стрекозы, и мухи, и опять бабочки. Бабочки разновидные, разнообразные. А здесь мы видим виноград, видим вишенки, сливу, корзинки. Ну, давайте я вам покажу, что есть у меня. Не знаю почему, хочу начать вот с этой стрекозы. Вот такая вот стрекоза. Вот она у меня. Да, кстати, в предыдущем видео я задавала вопрос, как бы вам было удобнее смотреть пореже, но подлиннее или почаще, да покороче. Признаюсь, голосовали мои любимые зрители вяленько, мнения разделились, поэтому буду все делать методом проб и ошибок, раз короче, раз длиннее, и наблюдать буду, друзья, зачем? Затем, как выглядит статистика по удержанию публики. А вот и она, ой, не бабочка, а муха. Муха с крылышками из целлофана, обмотанные канителью. Вот так вот она выглядит. Надо как-то ей крылышки расправить. Таких мух-цокотух. Муха-цокотуха, позолоченное брюхо. У меня их две в коллекции. Вот, пожалуйста, посмотрите, какое изящество. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Здесь наши мухи, но у меня их еще больше, посмотрите. Еще одна, вторая и третья. Но эти мухи долетались и свои вот целлофановые вставочки растеряли. Зато смотрите, какие они стали изящные. Даже без этих целов. Вот как вот было предусмотрено размещать их на ветке, если вот все эти игрушки имеют вот такие вот, видите, пыптыки. Наверное, вот так на ветку и подогнуть, пригнуть, не знаю. Еще пока не размещала. Так, пускай мухи разлетаются, ищут варенье. А мы посмотрим вот на такую чудную бабочку. Вот именно этой бабочки в каталоге нет. А у меня она есть. Посмотрите, какая красавица, изящная, ажурная. И вот так вот на просвет покажу. Да, и начну немножечко рассказывать о самом предприятии Москабель. Вообще-то, само основание предприятия, знаете, когда началось? Началось
еще в 1878, друзья, году. Тогда вот господин Михаил Михайлович Подобедов вместе со своим братом и двумя друзьями, у одного была фамилия Лебурде, а второй Ивановский. И вот они открыли первую свою мастерскую и в городе, внимание, Санкт-Петербург. Сейчас продолжу историю, но пока давайте рассмотрим вот эту вот тоже редчайшая бабочка. Тоже ее нет в каталоге, а у меня есть. И вот здесь такие крылышки. Видите, это не целлофан, как это называется правильно? Вот это вот фольга. Она такая более плотная. Вообще приятно иметь такую игрушку и осознавать, что ты один из немногих владельцев такой игрушки. Так вот, на чем мы остановились? 1878 год, 4 человека, 2 брата и 2 друга открывают первую мастерскую, и там они делают эксперимент, у них там один станок. Короче, пытаются сделать эти вот провода обмотанные. И вот так 10 лет они сотрудничают. Теперь мы смотрим на роскошный виноград. И 10 лет спустя, в 1888 году, вот Михаил Михайлович Подобедов, что он делает? Он откупает доли у этих остальных троих человеков, если можно так сказать, и регистрирует русское производство изолированных проводов электричества. Вот. И это предприятие работает в Петербурге. А как появилось название Москабель, мы скоро узнаем, и когда появилось. Но вначале вот рассмотрим этот роскошный виноград. А этого винограда у меня аж 2 грозди. Посмотрите. 1937 год. Зовут Москабель. Как интересно исполнен, смотрите. Вот сзади, видите, вначале идет вот эта вот деревянная веточка, потом к ней прикручена обмотанная проволочка. Из канители выполнены вот эти вот ягодки, правильно говорю, винограда. Ну, роскошь роскошная, прелесть прелестная. На чем мы остановились? 1888 год, выкупает доли, организует свое предприятие, а потом уже позже только это предприятие появляется в городе Москве. Вот. И извините, зацепились, хотела вам показать вот такие роскошные вишенки, да. И в 1895 году предприятие уже регистрируется самим царем Николаем в городе Москве. В 1913 году называется оно «Русские кабельные и металлопрокатные заводы Роскабель». И только в 1933 году, вы понимаете, уже после революции, когда, конечно же, предприятие было национализировано, а как иначе в те времена, оно начинает называться Москабель. Что касается вишенок, у меня, знаете, сколько их? Вот еще 2 грозди. Одну я вам показала. Ну, как-то, знаете, вы не могли, наверное, сосредоточиться. Я тут болтаю, тут показываю. А вот посмотрите, какие-то роскошные игрушки. Вот такая роскошь. Еще одна. Что мне нравится в этих игрушках, я их называю игрушки-трансформеры. А почему? Потому что вы, по желанию, можете размещать и листики, и вишенки, как вам нравится, куда больше нравится. Ну, конечно, лучше сохранять вот такой вот натуральный вид. Контролирую себя. 10 минут хочу уложиться. Еще так много нужно вам показать.
Но вы пока, друзья, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ой, как давно я не говорила этих фраз. Всем мира, счастья, добра. А я скоро к вам вернусь, и мы посмотрим редчайшие игрушки. Ну а пока-пока.